Мачако Филмс представляет фильм Демиана Руньи. Вечно приходится звонить ему по 3 раза, потому что он не берет трубку. О, слушай, у меня есть отличные новости. Помнишь того пса, которого мы нечаянно сбили? Угадай, что случилось? Он выжил! Мы-то тогда с тобой думали, что убили его, а он смог выжить. Тот пес жив, представляешь? Он прямо как настоящий горец. Слава богу, мы передумали и не стали его хоронить. Ты что, передумала готовить ужин? Я не смогла. Еще не поздно, можем заказать еду. Я не смогла, потому что слышала голоса на кухне. На кухне? Я целый день слышала голоса, они что-то говорили. Ну, здесь очень старые трубы, они могут шуметь. Что именно ты слышала? К тому же наш сосед Вальтер вечно гремит инструментами. Его аж отсюда слышно. Может, сегодня он снова что-то ремонтировал? Может быть, ты слышала его? Не бойся, милая. Это человеческие голоса. И что они говорили? Что убьют меня. Оцепеневшие от страха. Черт побери. Ты что, нашел время, когда заняться ремонтом? Хватит греметь! Хватит греметь, скотина! Хватит! Хватит! Я заставлю тебя замолкнуть, ублюдок. А ну отвечай, сволочь. Вальтер! Вальтер! Вальтер, это я, Хуан!
Я тебя слышу, я слышу, что ты там. Эй! Эй, ты, я тебя слышу, ответь мне! Эй! Я сказал, хватит уже стучать в стену! Прекрати стучать, гад! Мне у себя дома все слышно! Сейчас 5 утра, что тебе в голову взбрело? Я вызову полицию! Козел! Наш придурок-сосед продолжает долбить по стене в 5 утра. Это не Вальтер. Клара, это ты? Это ты стучишь? Клара? Клара, нет! Хватит! 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 Клара! Милая, посмотри на меня! Остановись, Клара! Клара! Что происходит? Что происходит? Хватит! Хватит, Клара! Хватит! 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 Хватит, Клара! Клара! Что происходит? Остановись! Хватит! Хватит! Клара! 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 Остановись! Клара! Хватит! Хватит! Мы хотим помочь вам, сеньор Блюметти. Мы вам, конечно, верим, но и вы тоже должны помочь нам. Вы говорили с адвокатом? Да. Но ваш адвокат нам не слишком поверил. Я это уже видел. Нет, нет. Это другие фотографии. Вы их еще не видели. Мы знаем, что вы не убивали свою жену. У нас нет пока доказательств. Но мы их найдем. Посмотрите на фотографии, сеньор Блюметти. Это не Клара. Это не ваша жена. В 98 году в США произошел очень похожий случай. Почти идентичный. Его раскрыли? Нам нужно знать все, что вы помните о произошедшем. Я уже все рассказал прокурору. Все, что вы помните о тех 2 неделях в вашем Квартале. Все необычное. Было одно происшествие. Мой сосед Вальтер вел себя странно. Он круглые сутки занимался ремонтом. Ремонтом? Ваш сосед Вальтер? Вальтер Карабахаль. Алло, Соедините с доктором Албрек, пожалуйста. кто это? Меня зовут Вальтер Карабахаль. А она не может ответить. Вы хотите оставить сообщение? Мне очень нужно с ней поговорить. В моем доме вот уже несколько месяцев что-то творится. Сначала я думал, что дело во мне, но потом стало гораздо хуже. По телефону все это очень сложно объяснить. А откуда у вас
этот номер, сеньор Карбахаль? Я говорил со многими специалистами, и они согласились дать мне ее номер. Будьте добры, перезвоните завтра, хорошо? Ладно. Я так и сделаю. Вы ведь точно скажете ей, что я звонил? Здравствуйте, это Вальтер Карабахаль. Прошу вас, мне нужна помощь. Я не могу уснуть вот уже несколько недель. Таблетки больше не помогают. Поймите, мне очень тяжело. Скажите доктору, что... Вчера я видел это существо. Это не просто звуки или перемещающиеся предметы. Оно у меня под кроватью. Она не может сейчас заняться вашим делом, сеньор Карабахаль. Умоляю вас, пожалуйста. Мне срочно нужно поговорить с ней. Я схожу с ума. Очень прошу вас. Сеньор, мы можем направить
направить вас к другому специалисту. Нет, 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 нет. Нет, я уже с ними говорил. Они сошлись во мнении, что только она может мне помочь. Я заплачу. Я сделаю все, что угодно. Прошу вас. Я умоляю. Доктор Албрек берется только за те дела, где есть неопровержимые доказательства. Сейчас у нее нет на это времени. Как я могу представить доказательства чего-то невидимого? Простите, сеньор Карабахаль, мы ничем не можем вам помочь. Вальтер! Эй! Что творится у тебя в доме? Что? Не знаешь что? У меня трещина в стене. Ты все время стучишь молотком. Ну я сейчас занялся ремонтом. Надо починить кое-что. Ты понимаешь, что расколол стену? Всю стену целиком? Нужны доказательства? Будут вам доказательства. Кто ты такой? Кто ты?
Эй, что ты там делаешь? Убирайся. Не пей эту воду. Пошел вон! Уходи отсюда и не возвращайся! Слышишь меня? Это для твоего же блага. Уходи. Что случилось? Несчастный случай. Алисия! 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 Всегда можешь на нас рассчитывать. Спасибо. Алло, Хано, это я, Фунес. Фунес? Что такое? Прости, что звоню так поздно. Я не хотел тебя будить. Но поверь, это очень важно. Хорошо, хорошо. Что случилось? 4 дня назад произошел несчастный случай. 10-летнего ребенка сбили насмерть. Тебе лучше приехать и увидеть своими глазами. Мне нужна твоя помощь. Хорошо, я понял. К тебе направляется патрульная машина. Будет где-то через час. Хорошо. Хано, ты единственный, кто может мне помочь. Кто здесь? Слишком рано, да? Что? Все в порядке? Хано. Оно внутри? Тебя ничем не проймешь, да? Как знать. Давай посмотрим. Ты уже знаком с офицером Гуманом.
Это офицер Пикарель. Она была в патруле. Заметила распахнутую дверь и нашла Алисию в таком состоянии. Прошу меня извинить. Можно мы подождем снаружи? Можете идти. Они напуганы. У них есть причина. Хано, ее сын умер 4 дня назад. Я был на похоронах и на поминках. Ты понимаешь? Он появился из ниоткуда. Сел на свое обычное место. Я дала ему хлопьев и налила молока. Это он? Офицеры говорят, они видели, как он двигался. Мне кажется, я тоже видел что-то краем глаза. От него несет, как от гниющего трупа. Да, вонь страшная. Думаешь, Алисия могла сама такое устроить? Посмотри на его ладони, Фунес. Все разодраны. Он несколько дней выкапывал себя из земли. Знаешь, бывает, люди выкапывают тела своих почивших близких. Не могут вынести эту страшную мысль, что их сын погиб. Некоторые даже уносят тела с собой. Нужно проверить одежду матери. Возможно, мы сможем найти там землю, трупные ткани или что-то подобное. Я не могу сказать, я не знаю. Вижу, ты сомневаешься. Да. На самом деле, я не думаю, что это один из таких случаев. Но это будет официальное объяснение. Ты ожидал чего-то другого? Да. Конечно, это неправда. Но это подходящее объяснение. Ты знаешь эту женщину? Что? Ты знаком с этой сеньорой? Да. У нас много лет были очень хорошие отношения. Он пошевелился. Его рука была в таком же положении. Кажется, да. Что ты имеешь в виду, Хану? Вы сделали фотографии? Нет, мы ничего не сделали.
Хорошо, вот и не надо. О чем ты говоришь? Нам не стоит ничего делать. Лучше просто заново его похоронить. Просто взять и похоронить? О чем ты, Хано? Фунес, посмотри на все здраво. Ты же сам прекрасно понимаешь, какие могут начаться проблемы. Представь, что будет, если дело дойдет до прокуратуры. Алисия попадет в психушку. И, скорее всего, останется там на долгие годы. Мы попытаемся избежать подобного исхода, верно? Что мне сказать подчиненным? Что скопление газов в разлагающемся теле спровоцировало посмертные судороги. Разложение заметно невооруженным глазом. Надо найти успокоительное. Пусть она поспит, а мы тем временем спокойно заберем ее сына. Главное, не выключай свет. Что же случилось, мальчик? Почему ты решил нас навестить? Что привело тебя сюда? Нужно позвонить сестре, чтобы она сообщила священнику. Я не хочу, чтобы его забрали. Не забирайте его. Не забирайте моего мальчика. Простите, мы знакомы? Вы так тщательно все фотографируете. Мы с вами точно не знакомы? Вы случайно не Мора Албрек? Доктор Албрек. А вы кто? Поверить не могу, что наконец-то встретился с вами лично. Меня зовут Марио Хано. Очень приятно. Мне тоже. Я бывал на нескольких ваших конференциях. Паранормальные явления, метасимбиоз. Что вас сюда привело? Не могу ли я вам помочь? Это правильный адрес? Да, правильный. Так странно. Я нажимаю на кнопку, и кто-то там берет трубку, но ничего не говорит. На телефонные звонки тоже не отвечает. Вы знакомы с сеньором Карабахалем? Видели его в последнее время? Нет, на самом деле я здесь не живу. Знаете, это не просто совпадение. Не могли бы вы составить мне компанию, пройти со мной? Вам будет очень интересно. Обещаю. Фунес, доктор Албрек, моя коллега, настоящая знаменитость. Хано, можно с тобой поговорить? Да, конечно. Ты ей позвонил? Нет, но поверь мне, это непростое совпадение. В любом случае, это не важно. Мы не сможем его забрать. Почему? Посмотри на часы. К тому же вокруг полно людей, которые нас увидят. Ты хочешь сказать, у тебя не получилось договориться насчет кладбища? Ты же инспектор. Да дело вовсе не в кладбище. Вокруг слишком много народа. Они заметят, если мы вынесем из дома ребенка. Мы должны это сделать. Это единственный выход.
Ты так думаешь? Да. Эй, эй! Не Она мешай делает ей. фотографии. Она знает, что делает. Все в порядке. Она тут все Прошу, фотографирует. поверь мне, она знает свое дело. Прошу. Ты ведь знаешь про мою проблему со Да, здоровьем? конечно, знаю. Я выхожу в отставку через 2 месяца. У меня безупречная репутация. Ты же понимаешь, какие проблемы могут начаться из-за подобного? Послушай меня, Фунес. Мы должны это сделать. Скоро приедут друзья Алисии. Они сразу увидят ребенка, как только войдут в дом. Пожалуйста, Фунес, послушай меня. Ты за всю ночь не сомкнул глаз. Переволновался. Слушай, отошли своих подчиненных. М? Потом отправляйся на кладбище и договорись о захоронении. А мы с доктором Албрек останемся с Алисией, что-нибудь придумаем. И убери отсюда эту патрульную машину, чтобы соседи не начали задавать слишком много вопросов. Пожалуйста. Что вы скрываете? Вы это видели? Я вернусь через пару часов. Послушай, вы нашли? Нет, это ты послушай. Мы все делаем правильно. Да, я знаю. Нам понадобится немного бетона. Зачем? Что значит зачем? Хочешь, чтобы он еще раз выбрался из могилы? Господи. Этот запах. Что-то протухло. Нет. Не протухло, а что-то умерло. Вот теперь мы понимаем друг друга. Пожалуйста, сядьте, хочу вам кое-что рассказать. Понимаете, я 15 лет проработал патологоанатомом под началом Фунеса. Мне довелось провести множество вскрытий. Как-то раз мне доставили тело мужчины, лет 20. У него в черепе было 14 пуль. Как вы понимаете, я был вынужден вскрыть. Я тогда 5 часов копался в черепе этого мужчины. А потом он схватил меня за руку. Он сжал мою руку, открыл глаза и посмотрел на меня. Он очнулся. Я думал, что мне померещилось. Но нет. Потом произошел другой похожий случай с одним стариком. Он был мертв уже 2 дня, а потом очнулся. Посмотрел на меня и заговорил. Я не сразу сообразил, что не стоило звонить его семье. И его родные приехали в морг. Вы только представьте себе, что тогда пережил его сын. Такие вещи порой случаются, доктор. Они случаются, когда мы связываемся с тем, что не принадлежит нашему миру. Мне кажется, иногда на это не надо обращать внимания. Просто стараться не замечать. Ведь чем меньше замечаешь странные вещи, тем лучше. Как я помню, тот старик винил сына в своей смерти.
Да, я читала вашу книгу. Вот как? Обложка была примечательной. Почему вы думаете, что эти фотографии... Они настоящие. Я бы не стала сюда приезжать, если бы не была уверена. Я не утверждаю, что это подделка. Но это очень странное совпадение. Возможно, это вовсе не совпадение. Здесь кто-то был. Нужно спрятать тело. Патрисио Наварро, 3-й Б-класс. Даже если он расскажет, что видел, все равно никто не поверит. На всякий случай. Она все еще спит? Поверь, это ненадолго. Нужно действовать. Я разобрался с кладбищем. Его нужно увезти. Где он? В морозилке. Выдерни шнур из розетки, Хана. Что происходит, Ханна? Придется забрать эту штуку целиком. Господа, нам нужно работать вместе, чтобы такое больше не повторилось. Нам удалось заручиться поддержкой инспектора. Но этого недостаточно. Вам нужно подписать вот эти бумаги, чтобы мы смогли продолжить работу над делом. Мы хотим некоторое время пожить в вашем доме. Для этого нам необходимо получить ваше письменное согласие. Зачем? Для дальнейшего расследования. Сеньор Блемейци, в этом квартале произошло сразу несколько паранормальных явлений. Ваш дом находится в этой зоне. Ваши соседи уже дали свое согласие. Нужна только ваша подпись. Спасибо, сеньор Блемейци. Что все это значит? Это значит, что мы разделимся, чтобы изучить дома, в которых были зафиксированы сверхъестественные явления. К счастью, нам будет помогать доктор Розентоп. Он коллега доктора Албрек и сталкивался с подобными явлениями в США и других местах. Что случилось с моим соседом Вальтером?
Мы ничего не знаем. Его уже давно никто не видел. Ладно. Удачи. Она вам понадобится. Вы что, Я боюсь. боитесь? Да. Это вполне естественно. Я не отрицаю. Я тоже. Мне тоже страшно. Не буду скрывать. Инспектор? Мы без проблем проникли внутрь. Отлично. Вы уже осмотрели дом? Нет, электричество здесь отключили за неуплату. Я попытаюсь его наладить, если доберусь. Не стоит. То, что мы ищем, будет проще обнаружить без света. Ладно. Как скажете. Как скажете. Мы будем держать вас в курсе. Розенток, объясните мне, что же именно мы надеемся здесь найти? Доказательства. Подсказки, которые объяснят нам, что случилось той ночью. Значит, просто доказательства. Помните, вы в любой момент можете уйти. Страх Заразитель? Да, заразителен. Знаете, у меня есть проблемы со свертыванием крови. Да еще я вдобавок плохо слышу. Так что... Значит, для вас это явно не лучшее место. Алло. Алло. Алло, это вы, Албрек?
Алло, Да, алло. я хочу поговорить с Алисией. Простите, она уже несколько недель живет у своей сестры. Если вы хотите, могу дать ее номер. Вы записываете? Да, диктуйте. 42 42 1603. А кто говорит? Привет, Алисия. Это я, Сарита. Слушай, Патита пару дней назад вернулся домой без портфеля. Говорит, оставил его у тебя во дворе, когда искал свои игрушки. Прошу, дай мне знать, если найдешь портфель. Береги себя. Как необычно. Алисия, мне срочно нужно с тобой поговорить. Пожалуйста, позвони, как только сможешь. Это действительно очень важно. Это я, Сара. Алисия, я уже несколько дней не могу до тебя дозвониться. Мой сын снял на телефон что-то очень странное. Он вскарабкался на стену, как обычно. Я даже не знаю, как тебе сказать. Мы очень напуганы. Ты должна это увидеть. Это насчет твоего сына и твоего бывшего, который полицейский. Я не знаю, что мне делать. Прошу, перезвони. Попытаюсь связаться с тобой как-нибудь еще. Это не укладывается в голове. Пожалуйста, позвони. Не дергайся, стой смирно, я помогу тебе. Я стараюсь тебе помочь. Руку, помоги мне! Нож! А что? Оно... Высасывает. Высасывает кровь. Высасывает кровь. Что-то внутри шкафчика пьет кровь. Нет, нет, не стреляй! Помоги мне! Черт! Что? Как же больно! Фунес. Слушайте, ситуация все больше осложняется. Розенток ранен. Скажи ей, что это пустяк. Говорите, он ранен? Ему нужно срочно к врачу. Албрек. Да. Мы движемся в правильном направлении. Рада это слышать. Я думаю, это ниша. Ниша? Гнездо. Мы в гнезде. Я рада это слышать. И рада, что нам довелось работать вместе. Да, спасибо вам. Давайте поговорим позже. Сотрите все следы крови. Обезболивающее еще не скоро подействуют. Прошу, поторопитесь. Необходимо вытереть всю кровь, которая осталась на полу. Я? Ха. Почему я должен? Давайте не будем попусту
тратить время, оно слишком быстро бежит. Алло. Послушай, Хана, я сваливаю. Все в порядке, не волнуйся. Ты прости меня, Это все не для меня. Все в порядке, успокойся. По правде говоря, мне очень страшно. Ты ведь знаешь про мою проблему. Я успел повидать тут такое, чему Фунус. невозможно найти объяснение. Я никак не могу это объяснить. Фунес? Что? Где ты, Фунес? Прямо здесь. Где, по-твоему, я еще могу быть? Ты сейчас в какой части дома? На кухне? Что вообще происходит? Там у окна кто-то стоит. Это не ты? Что ты несешь, Хано? Нет, нет, ты прав. Он не на кухне. Он в соседней комнате. Но... Где он? Хано, где? Здесь никого нет, Хано. О чем ты говоришь? Да. Да, очень странно. Что странно? Не знаю. Я вижу его, но при этом не вижу. Хано, черт, Хано, что с тобой? Розенток, я ухожу. Я ухожу. Это не для меня. С меня довольно. Это под нами. Что под нами? Я нашел его. Здесь никого нет. И одновременно есть. Все зависит от точки зрения. У всего есть две стороны. Тьма и свет. Две реальности сосуществуют в одной точке пространства и времени. Тьма и свет. Черт, оно движется! Что это такое, Розенток? Черт, Розенток, оно движется! Черт возьми, Розенток!
Доктор, Сеньор Албрек, я нашел то, что искал. что ж, я рада, что все идет как надо. Я всегда думала, что вы ищете именно это. Да, Итак, что нам теперь делать? не знаю. Я предлагаю как можно тщательней задокументировать все, что сможем. Правильно. Хано! Хано! Помоги мне выбраться! У меня в глазах осколки стекла! Сеньор Карабахаль, вы меня слышите? Это Мора Албрек. Вы слышите меня? Доктор, с моим другом Хана что-то случилось. Ему нужна помощь. Вы в порядке, Фунус? Нет, Успокойтесь. Сегодня ночью не стоит верить всему, что вы видите. он был в шкафу, колотил по стенкам, просил о помощи. Одну стенку я оторвала. Я хотел вытащить его, но не смог. Послушайте, не все, что вы видите, реально. Это кровь. Но это кровь не моя, я в порядке. Это кровь Хано. Это кровь Розентока. Что вы имеете в виду, когда говорите, что это Вытрите нереально? руки, вытрите, говорю. Нельзя, чтобы у вас на руках была кровь. Этим созданиям нравится кровь. Вы использовали воду из-под крана? Я про сегодняшнюю ночь. Я должен уйти. Мне нужно уйти отсюда. Доктор Розенток? Доктор Розенток? Ответьте, вы меня слышите, доктор Розенток? Мы слишком уязвимы. Пора прекратить расследование. Что-то должно же быть какое-то объяснение. Нет. Но мне нужно будет предоставить объяснение другим. Есть только теория. Так расскажите мне. Дело в том, что мы изучаем разные измерения. Они соприкасаются друг с другом, словно дольки апельсина. Во всех измерениях существует жизнь. Понимаете, мельчайшие создания используют воду как проводник. Эти создания могут собираться вместе и размножаться. Они могут использовать наши тела. Я не знаю, с какими существами мы столкнулись и почему
Они так враждебны. А можно их как-то остановить? Остановить? Вы можете рассказать, как их остановить? Нет.
меня был сердечный приступ. Я не знаю. Помоги мне. Нам нельзя здесь быть. Помоги мне выбраться отсюда. Ты всех убедил, что я свихнулась. Ты даже мне внушил, что этого не было. Ты забрал моего ребенка. Но тебя видели. Я тебя видела. Я посмотрела видео. Я знаю, что ты унес его. Ты хотел спрятать моего малыша. Ты забрал его, да? Как ты посмел залить его могилу бетоном? Зачем ты это сделал? Ради тебя. Клянусь, я сделал это ради тебя. Чтобы дать тебе объяснение, которое я больше не могу дать никому. Алисия, пожалуйста, отвези меня в больницу. Забери меня отсюда. Садись. Я не могла оставить его. Не могла бросить ребенка на кладбище. Я не могла его оставить. У тебя еще есть время. Ты можешь нас спасти. Нас мучают Фулас! Слушай. Фунес, где вы? Несколько часов не мог с вами связаться. В участке сплошной бардак. Ваша знакомая явилась, мать того мальчика. Искала вас, как одержимая. Мне пришлось сказать ей, где вы. Кажется, она направилась прямо туда. Клянусь, я пытался ее остановить. Вы не отвечали на звонки? Капитан Фунес, еще здесь был мэр. Моя карьера под угрозой. Вы слушаете меня, Фунес? Я здесь. Приехал в этот район, чтобы вас найти. Но вашей машины здесь нет. Энрике, ты слушаешь? Слушай внимательно. Сейчас же уезжай. Это не обсуждается. Это приказ. Энрике, черт тебя подери, это приказ. Убирайся оттуда, слышишь меня? Убирайся! Энрике, ответь мне! Черт
тебя подери! Капитан, я прямо у дома Алисии. Вашей машины здесь нет. Но я вижу вашего друга, Хану. Мне плохо видно, но он стоит на пороге дома и как-то странно себя ведет. Энрике, послушай меня, уезжай оттуда, это приказ. Ты понял? Так точно, уезжаю. Алисия! Алисия, нам нужно уехать отсюда! Сеньор Блюметти, это доктор Разони и офицер Гуман. Обратите внимание, что разговор будет записываться с вашего согласия. Никакая информация, полученная в ходе разговора, не может использоваться в суде. Сегодня 3 октября текущего года.
18 часов 40 минут. Блюметти, вы узнаете этих людей, навещавших вас в прошлом году? Да. Вы помните их имена? Но вы наверняка помните разговор. Помните, что они говорили? Да. Они хотели помочь мне, потому что знали, почему погибла моя жена. Что еще? Дали мне бумаги на подпись. Да, я знаю, ваше согласие. Что еще? Я не помню. Я плохо соображал из-за лекарств. Вы знаете инспектора Фунеса? Да. Он полицейский. Близкий друг моей соседки, Алисии. Алисии Перес. Да. Когда вы видели его в последний раз? В день, когда хоронили сына Алисии. Возможно, вы сможете вспомнить что-нибудь еще про инспектора Фунеса. Он говорил, что хочет уйти в отставку. У него были проблемы со здоровьем. Больше мы ни о чем не говорили. Офицер Гуман сотрудничает с нами. Он видел, как Фунес поджег ваш дом, а также соседние дома. Внутри находились люди. Сейчас он в розыске. Мы полагаем, он мог быть замешан в убийстве вашей жены. Что касается убийства, наши эксперты обнаружили отпечатки пальцев с кровью вашей жены не только в ванной комнате, но и по всему дому. Это значительно осложняет расследование. Он пришел с вами. Кто? Блюметти. Дело в том, что мы расследуем крайне необычные происшествия. Это он. Розенток. Да. Сейчас он выглядит иначе. Вон там. У него обгорело лицо. Но это он. Он пришел с вами. Автор сценария и режиссер Демиан Рунья. Продюсер Фернандо Диас. Оператор Мариано Суарес. Монтаж Леонель Горништейн. Композитор Демиан Рунья. В фильме снимались Макси Гионе, Норберто Гонсало, Эльвира Онетто, Демиан Соломон, Агустин Ритано в роли Хуана и другие. Фильм дублирован компанией Pride Production по заказу Cinema Prestige в 2018 году. Режиссер дубляжа Владимир Рыбальченко. Роли дублировали Глеб Глушенков, Алексей Войтюк, Людмила Ильина, Александр Коврижных, Иван Воронов, Мария Овчинникова, Ольга Сирина, Владимир Рыбальченко.